Бойня за трон Йотунхейма. Сегодня отправимся в самое кровавое место нашей любимой игры – Королевство Йотунхейм. Раз в месяц тут проходит глобальное соревнование «Битва за трон», которое длится 2 дня – пятницу и субботу. Я покажу тактику эффективной игры на 38 уровне замка. Чтобы принять участие в битве за трон, необходимо развить дворец хотя бы до 21 уровня. Аккаунт должен быть старше 30 дней. Вы должны состоять в клане. В центре Йотунхейма расположен трон и каменный лес. Щит в этом месте не работает. И если вы не готовы принять штурм соперника, не ставьте свой замок в каменном лесу. В этом глобальном соревновании побеждает тот, кто удержит трон Йотунхейма дольше всех. Этот ярл становится лучшим игроком этой игры на 1 месяц и получает лучшую награду. Кроме главного приза, тут можно заработать осколки души. Это важный ресурс, который нужен для усиления асов, изучения тайных знаний, обучения воинов 8 тира и улучшения зданий с 36 по 40 уровень. Добычей этого ресурса мы и займемся. Наша главная цель – заработать как можно больше осколков, потеряв при этом как можно меньше войск. Осколки души мы будем получать за убийство вражеских солдат. Для этого нужно снять щит и держать удары штурмов и одиночных атак. 2 раза в день в Йотунхейме проходят дополнительные личные и клановые ивенты. Их расписание можно узнать в Дискорде на общем сервере игры, ссылка на который будет в описании. Сражаясь в это время, мы не только получаем осколки души, но и плюшки от прохождения этих ивентов. Поэтому это лучшее время для снятия щита. На данный момент 40 уровень является максимальным. Игроки с фулл прокачкой на 40 уровне любят сжигать такие замки, как мой. Поэтому я не сомневаюсь, что меня будут бить и скорее всего ногами и очень больно. Кроме этого, разработчиками игры был поднят максимальный уровень некоторых достижений, которые можно получить только в Йотунхейме. Таких как храброе сердце, для выполнения которого нужно потерять определенное количество воинов, и волк Йотунхейма, для выполнения которого необходимо уничтожить определенное количество воинов за час в Йотунхейме. Поэтому перед началом соревнования я обучил 4 миллиарда войск Т1 тира, чтобы было не жалко их отдавать взамен на получение достижения храброе сердце. Перед началом битвы в моих закромах было всего 45 тысяч осколков души и 25 миллионов золота. Дождавшись начала личного соревнования «Борьба за звездные осколки», я снял щит и приготовился отражать удары вражеских войск. На этот момент в моем гарнизоне было 9 миллиардов войск. Основной тир войск лучники. 350 миллионов Т7, 2,5 миллиарда Т4, 3 миллиарда Т1, немного Т3 и Т5 тира. И шпионы. 190 миллионов Т7, 1,5 миллиарда Т4, 1 миллиард Т1 и 100 миллионов Т3 тира. Перед началом боя всегда полезно прожать двойника и все боевые бусты. А также не забываем призвать аса. Я решил договориться с другим игроком о дуэли на 1 тире войск, чтобы не стоять без дела и сразу набирать очки для получения достижений и закрытия всех точек в соревнованиях. Для этого я написал в общий чат Йотунхейма и быстро нашел напарника. Настраиваем сет отряда, чтобы не вводить каждый раз вручную количество войск в походе. И не забываем исцелять наши войска после каждого удара. После того, как мы начали размениваться ударами, прошло примерно 5 минут. И по мне ударил первый штурм. $157 миллионов Т7 войск отправились в Вальгаллу, забрав с собой почти 1,5 миллиарда моих Т1. Но не жалко, для этого я их и обучал. Они принесли мне 4 миллиона 700 тысяч осколков души и достижения храброе сердце. Пока я просматривал свои потери и достижения, ребята собрали второй штурм и нанесли еще один удар.
В этот раз они добили все Т1, снесли 100 миллионов Т3 и немного Т4 войск. Мы с Денчиком продолжали дуэлиться. Штурмовых атак больше не было, но начались атаки шпионов. «40 миллионов Т6 шпионов убили 148 миллионов Т1. Далее какой-то енот-потаскун убил 663 миллиона моих Т1 шпионов. Меня окружили 5 гопников с фулл прокачкой на 40 уровне и начали методично бить то под дых, то коленом в нос. И я решил, что пора переодеться в костюм шпиона, чтобы уменьшить кровопотерю. Это очень опасно делать, так как пережить штурм в сете шпиона скорее всего не получится. Я уже наступал на эти грабли и горел на прошлом Йотунхейме. Урон от атак шпионов в сете шпиона снижается примерно в 2 раза. Но есть опасность, что враги заметят, что вы переоделись и быстро ударят штурмом. Поэтому я не рекомендую так делать, если вы не хотите потерять все войска. Лучше в этом случае просто переместиться на новую локацию, струсив с хвоста надоедливых шпионов. После того, как я сменил сет, атаки на шпионов прекратились, и я решил переодеться обратно. К этому времени я уже закрыл все точки соревнования бойня Йотунхейма и борьба за звездные осколки, но не хватало 300 тысяч убийств, чтобы закрыть 15 уровень достижения Волк Йотунхейма. Я решил переместить замок в другую локацию и ждать новые атаки. Практически сразу шпион по кличке Габарит проверил на прочность моих шпионов. Сначала он ударил Т4, а потом начались атаки Т7 тиром. Я снова решил переодеться в сет шпиона, после чего оставил курсор мышки на сете для защиты замка. Приняв несколько атак, я быстро переоделся обратно. В сете шпиона мои потери от атак Габарита были 56 миллионов войск, а в сете лучников 102 миллиона. Почуяв что-то неладное, Габарит отвалил. Добрый пятачок решил подарить мне 35 миллионов Т4 войск. Спасибо тебе, пятачок. Далее последовала атака от Глицерина. Его 40 миллионов Т7 убило всего 34 миллиона моих Т4, и я расслабился. На этот момент у меня оставалось всего 852 миллиона Т4 шпионов. Это критически мало. После этого уровня атаки шпионов становятся намного сильнее. Мне следовало одеть щит и докупить 1 миллиард шпионов, прежде чем продолжать игру. Глицерин немного выждал, прожал бусты и сделал быструю серию атак, которые убили всех моих шпионов. На этой печальной ноте я решил, что пора одевать щит, чтобы сохранить оставшиеся войска для следующих дополнительных соревнований. Впереди еще был ивент Жатва Йотунхейма, который проходит на второй день битвы за трон, и борьба за звездные осколки. По итогам соревнования борьба за звездные осколки в общем рейтинге игры в своей весовой категории среди 100 участников я занял второе место и получил неплохие плюшки. На следующем дополнительном ивенте борьба за звездные осколки я дополнительно обучил 1,5 миллиарда лучников Т1 тира и открыл щит. Я решил продолжать играть без шпионов. Мой 4-й тир на 38 уровне плохо держит атаки от профильных шпионов с полной прокачкой, а прыгать как кузнечик, спасаясь от штурмовиков, не было желания.
Штурмов не было, только много соло-атак. Ребята методично разорвали моих лучников первого тира, и все остались довольны. Они получили достижение Гладиатор, а я закрыл все точки ивента борьба за звездные осколки. На следующий день начался ивент жатва в Йотунхейме. Я снял щит и стал ждать нападения врага. Долго не приходило ничего интересного, кроме мелких одиночных атак. И вдруг, неожиданно, я заметил сообщение о получении большого количества осколков. При этом красных ног, которые должно быть видно при атаке, почему-то не было. В отчетах я увидел, что ко мне прискакал штурм лошадей. Это мой антикласс, ребята знали, что делали. По всей видимости, их было трое с фулл прокачкой, по 45 миллионов с каждого. Через 30 секунд они нанесли вторую атаку. Потом третью. После четвертой атаки я решил надеть щит. Все ивенты были закрыты, достижения выполнены, и продолжать потерю войск не хотелось. Пришло время подвести итоги. Всего удалось заработать 84 миллиона осколков души, 420 миллионов золота. Почти все события были закрыты на призовых местах. Также был получен 15 уровень достижения Волк Йотунхейма и Храброе Сердце. Потери войск составили 1,5 миллиарда шпионов и 500 миллионов лучников Т4 тира и 100 миллионов шпионов 7 тира и примерно 5 миллиардов воинов 1 тира. Я считаю, что это неплохой результат для игры от защиты. В будущих видео я обязательно покажу, как играть в битву за трон в нападении, а также мы попробуем захватить трон и удерживать его. Спасибо за внимание, лайк и подписку. Всем желаю удачных сражений и ярких побед.